Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня незапланированный ролик. Дело в том, что подписчик Светлана Потапова надоумила меня рассказать вам все-таки о связи неопределенности и правила принятия решений, и как этим пользоваться в обычной лабораторной жизни. Дело в том, что для большинства испытательных лабораторий использование правила принятия решений в деятельности, честно говоря, не актуально. Некоторые лаборатории даже говорят, мы не знаем, что это такое, мы этого не делаем. Для поверочных либо калибровочных лабораторий правила принятия решений есть. Этим правилом эти лаборатории пользуются, но они даже не знают, что это и есть правило принятия решений. А что такое результат? Что такое решение? Решение – это заключение о соответствии. Это годен или не годен для средств измерений, поверяемых или калибруемых. И решение соответствует или не соответствует требованиям для испытуемых образцов. Вот это есть заключение о соответствии. Оно указано в стандарте 17025. Так называется, этот термин указан в стандарте 17025. А сам процесс, как испытатель, либо поверитель, либо калибровщик говорит, годен или не годен, этот процесс называется правилом принятия решений. Я его покажу вам на основе международных документов и на основе 4 рисуночков. Приступим. Чтобы раздобыть нужные документы, нам потребуется 2 сайта. Первый сайт – это сайт ilac.org. Я думаю, вы его знаете. Я думаю, вы его знаете, где он находится и что там происходит. Этот сайт, он англоязычный. К сожалению, переводов на русский язык, по-моему, нет предустановленных. Я хочу вам показать один из разделов. Это раздел «Руководящие документы», то есть руководство. Для простоты понимания гиды, то есть Г-серия. В этой Г-серии существует документик 8/09/2019. Он называется «Руководство по правилам решений, по правилу принятия решений и заключения о соответствии». Это один из самых последних, новейших документов ILAC. И второй сайт – это у нас русскоязычный документ от Бюро меры весов. Я так вот его сделала маленько поуже. Он у нас переведен даже в 2012 году. Называется «Роль неопределенности измерений при оценке соответствия». Не пугайтесь слов «оценка соответствия», мы до нее еще дойдем. И если вот его открыть и пролистать, не пугайтесь того, что он большой, нам его весь читать не нужно. Я вам его расскажу на маленьких рисунках. Продолжим. Смотрите. Документ 106 от Бюро меры весов. Он большой, страшный, в нем много математических формул, потому что основан он на теории вероятности, на математической обработке событий и так далее. Но вы его сразу не пугайтесь. Этот документ нам полезен исключительно в терминологии. Там на русском языке написано, что есть правила принятия решений, какие у нас есть приемочные границы, какие мы используем критерии, приемки и так далее. Второй документ, он покороче, но он на английском, хотя он целиком и полностью опирается на 106 документ. Поэтому смотрите, читайте на английском, конечно, читайте на русском, но не весь и не пугайтесь формул. Что на самом деле есть правила приемки? Давайте я вам покажу вот так. Простая приемка, мы с ней сталкивались все. Когда у нас есть допуск, здесь на рисунке я показываю двусторонний допуск. Есть какое-то номинальное значение, то есть, например, результат измерений должен находиться в границах. То есть верхняя граница допуска и нижняя граница допуска. И номинальное значение. Номинальное значение это может быть для средства измерений чаще применяться, чем для исследуемых образцов, для испытаний. Но тем не менее, наш результат измерений, результат испытаний, который мы находим по результатам измерений, он
должен находиться в допуске. Допуска бывают односторонними, я сейчас этот случай пока не рассматриваю. Давайте мы рассмотрим общее понятие. Так вот, результат измерения – это шарик. Вот этот синенький или красненький. Следовательно, синенький шарик – это тот, который находится в пределах допуска, красный, который выходит за допуск. И наше правило принятия решений четко связано с границами допуска. То есть для синих шариков мы говорим, что они находятся внутри, между верхней и нижней границами допуска, следовательно, мы принимаем решение годен. Для красных шариков мы говорим, что они находятся за верхней или за нижней границей допуска, и для них мы принимаем решение негоден. Теперь вот эти палочки, то, что делает похожие эти шарики на имперские истребители из «Звездных войн». Так вот, это неопределенность, с которой я нахожу данный результат измерения. То есть, например, моя методика испытаний, по которой я нахожу данный результат, говорит, что ты делаешь данное испытание с неопределенностью, пока простой случай, с неопределенностью, ну пусть будет 5-10%. Я говорю, хорошо, значит мой результат это данный синий шарик или зеленый шарик, просто шарик, с такими-то границами, то есть вверх плюс 5%, вниз минус 5%. И таким образом я занимаю некоторую полоску, которая так или иначе располагается около границы допуска. Самый интересный случай, как вы здесь видите, это вот эти. Когда мой результат измерений касается своей неопределенностью или погрешностью границы допуска. Для тех результатов, которые находятся внутри целиком, и шарик, и границы, либо вне полей допусков, там результат очевиден. Он годен или он не годен. Что теперь происходит с теми результатами, которые касаются допуска? То есть, например, мы получаем число 0,5 с неопределенностью 0,1, а граница у нас 0,55. В итоге мы получаем, верхняя граница, например, у нас 0,55. И мы в итоге получаем, мы не знаем, как нам правильно сказать, вот годен этот результат или не годен, что делать, если его погрешность или неопределенность касается или даже заходит за границу допуска. Для этой ситуации как раз и используются правила принятия решений. Вам как лаборатории. Теперь давайте представим, что у нас нет методик, и мы самостоятельно, отдельно существующая лаборатория в этом мире, и мы сами определяем себе методику, и мы говорим, как мы будем принимать это решение, годен или не годен, что мы будем говорить нашему клиенту в данной ситуации, его образец, он годен или нет. Мы говорим, сейчас у нас простой случай, простая приемка. Мы говорим, у нас правило такое. Если наш результат измерений, то есть шарик, то есть измеренное значение, находится за границей, то это не годен. Если он находится в границе, внутри границы, несмотря на то, цепляет ли его неопределенность или погрешность этот допуск, заходит ли она за этот допуск, но для него мы принимаем решение годен. Это простая приемка. Это в 106-м документе она так и называется. Так вот, это первый, самый простой случай. По нему работают поверители обычно. Почему поверители по нему работают? Потому что когда устанавливали методику поверки, проводили испытания с целью утверждения типа. В ходе испытаний с целью утверждения типа выбирались средства измерений такие, средства поверки такие, чтобы обеспечить соотношение погрешности. Например, 3 к 1, 5 к 1. То есть сказать, что наш эталон в 5 раз лучше, чем поверяемое средство. Когда мы обеспечиваем соотношение 3 к 1, 5 к 1, хоть сколько-то к 1, мы говорим, что так мы принимаем во внимание погрешность. И мы ее считаем незначительной. А если мы ее считаем незначительной, дальше у нас работает правило простой приемки. То есть попал результат измерений в допуск, значит годен. Не попал – не годен. Поверители поэтому
тоже иногда недоумевают на тему этих правил принятия решений, и зачем им считать эту неопределенность, когда у них в методике все и так уже написано. И это действительно так. Оно уже там написано, посчитано, и ответственность за данное решение, за то, что за порядок установления правила принятия решений несет организация, которая утвердила методику КРК. Теперь про испытателей. Испытатели в большей своей части не дают заключений о соответствии. То есть они не принимают решение, годен или не годен. Испытательные лаборатории очень часто отдают просто результат и говорят, что мы нашли содержание данного вещества в данном образце такое-то. Все, точка. Когда испытатели так говорят, предполагается, что дальнейшее решение по использованию данного образца, по использованию данного, может быть, технического средства, принимает другой орган. Например, орган по сертификации, если вы делаете испытания продукции, партии продукции. Либо сам потребитель, если это его была чистая инициатива. Поэтому и испытательные лаборатории тоже недоумевают. Слушайте, что такое правило принятия решений, и причем здесь мы? Хорошо, идемте дальше. Продолжим разбираться с правилами принятия решений. Собственно, второе слово здесь, которое видно, вторую фразу, которую видно здесь на рисунке, это бинарное правило. Давайте расскажу вам, что теперь такое бинарное. Бинарное – это два. То есть, бином, помните. Это значит, что мы в правило принятия решений используем два слова. Годен или не годен, соответствует или не соответствует. Не три, не четыре. Есть небинарные правила, там, где используется не только решение годен или не годен, а еще есть формулировочки такие, как условно годен, условно не годен. До них мы сейчас тоже дойдем. Самое часто встречающееся на практике правило – простая приемка, бинарное правило. Идемте чуть ниже. Бывают ситуации, когда мы используем защищенную приемку. Что такое защищенная приемка? Это есть дополнительно введенная граница, приемочная граница, которая может располагаться относительно границы допуска либо больше, либо меньше. Когда у меня верхняя и нижняя приемочная граница дают поле более узкое, чем дают границы допусков верхняя и нижняя, эта ситуация называется защищенная приемка. Для чего она используется? Например, изготовитель решает, что поскольку он делает великолепную продукцию, он заинтересован в настройке своего технологического процесса таким образом, чтобы продукция никогда, например, вода, например, ресурс, который он поставляет, никогда не доходила, гарантированно не доходила и не заходила за допуск, он специально заужает свой технологический, в свой допуск вводит свой технологический запас. То есть вот эта вот штуковина, которая обозначена буквой W, это технологический запас. Такое встречается не так редко для именно изготовителя. Это решение самого изготовителя данной продукции. Теперь, что делать, например, испытателям в данной ситуации, либо поверителям, либо калибровщикам, когда у нас такое правило установлено? Например, мы, скажем, лаборатория у производителя. Мы говорим, что наше новое проверяемое средство измерений, калибруемое средство измерений, выпускаемая продукция не должна касаться границы допуска никогда. Для этого мы ввели приемочную границу, заузили свой допуск. И в этой ситуации у нас смещается решение. То есть у нас результат негоден появляется для ситуации, когда у меня результат измерений попал в допуск, но находится вне приемочной границы. Вот обратите внимание на вот этот шарик. Соответственно, ему на вот этот. То есть я гарантирую, что
наш результат измерений никогда не коснется вот этой вот спорной ситуации, то есть никогда наша погрешность не коснется допуска. То есть результат измерений с погрешностью, он никогда не коснется допуска. И это я гарантирую приемочной границей. Вот эта ситуация называется защищенная приемка. То есть я минимизирую риск потребителя. Ну и, соответственно, максимизирую риск изготовителя. Это, знаете, теория измерений. В теории измерений, в метрологии это называется, эти ситуации называются Господи, эти ситуации называются ошибками первого-второго рода. Здесь в теории, посвященной именно правилу принятия решения, она называется риск потребителя. Также бинарное правило. Также у нас всего лишь два решения, годен или не годен. Но просто решение не годен начинается немножечко раньше. И также есть у нас защищенная браковка. Она же посвящена направлена на минимизацию риска потребителя. Риска производителя здесь, простите. Это когда у меня приемочная граница выше, чем моя граница допуска. То есть для того результата измерений, который немножечко вышел за допуск, то есть он находится вот в моем технологическом запасе, который расширяет допуск, устанавливает мои приемочные границы выше, шире, чем границы допуска. Мы в этой ситуации говорим по правилу принятия решений по защищенной браковке, мы говорим годен для такого результата измерений. Эта ситуация очень, на самом деле, частая в нашей обычной жизни. Это превышение скорости, когда мы немножечко превышаем скорость, когда, например, едем 70 км в час, а знак стоял у нас 60. Мы имеем себе в виду, что у нас есть еще 20 км в час на погрешность радаров, и за эти 20 км в час нас никто не оштрафует. Вот это наша защищенная браковка. Также бинарное правило. И давайте посмотрим небинарное правило на защищенной приемке, то есть когда приемка внутри допуска, приемочная граница. Небинарное говорит, что у меня есть 4 разных варианта решений. Я могу сказать годен, могу сказать не годен, а могу сказать условно. Условно годен или условно не годен. Вот это условно иногда заменяется еще на формулировку, что мы не можем с 95% вероятностью установить результат измерений, выдать заключение о соответствии. Теперь давайте вернемся еще немножечко назад в защищенную приемку. И обратите, пожалуйста, внимание на два вот этих символа, на W и на просто U. Это у меня неопределенность или погрешность получения данного результата измерения или данного результата испытаний. А W определяет мне отступ, то есть технологический запас. В простом случае данные величины могут быть равны. То есть, например, я отступаю технологический запас от границы допуска таким, какая у меня неопределенность на данное измерение. И так я гарантирую, что мой результат никогда, если он попадет на вот эту границу, на саму, то есть мы сместим немножечко шарик на границу, на приемочную границу, то его неопределенность, она лишь станет равной границе допуска. Вот это равенство нам нужно для того, чтобы оценить вероятность возникновения ошибок первого-второго рода. То есть, когда я использую правило при назначении технологического запаса, что технологический запас у меня равен неопределенности, я имею всего лишь 2,5% вероятности допустить ошибку первого рода. И так далее. Вы видите, есть правило, определенное заказчиком. То есть мы можем поставить произвольный коэффициент, домножающий нашу неопределенность,
для того, чтобы определить технологический запас. То есть это сама величина технологического запаса, которое мы применяем. Когда у нас простая приемка, мы используем коэффициент 0 и получаем 50%, меньше 50% вероятности ошибки первого рода. Это знаете, как встретим динозавра или не встретим динозавра. Эту табличку я стащила из документа iLAC G8. Вы можете к нему напрямую обратиться, и вы увидите уровень этих ошибок, вероятность возникновения этих ошибок для разных законов. Этот документ, скорее всего, будет дополняться и перерабатываться. Здесь, возможно, будут появляться другие правила принятия решений, другие оценки вероятности возникновения риска при том или ином правиле принятия решений. Обычно в практике мы пользуемся простой приемкой. Правило принятия решения, основанное на простой приемке, можете очень подробно прочитать в документе 106. Оно на русском языке. Ключевая вещь здесь – это отношение. То самое 1 к 3, 1 к 5. Хоть какое принято. Также обратите, пожалуйста, внимание, в этом документе та табличка, на которую я опираюсь, в которой установлено значение, процентовочка рисков, она относится к одностороннему, вот здесь написано, к одностороннему допуску при нормальном распределении результатов. Хочу еще обратить ваше внимание на алгоритм, который показан в документе iLAC G8. Смотрите, что здесь пишут. Как выбирать правила принятия решений. Если от лаборатории требуют заказчик, методика, определить правила принятия решений и иметь правила принятия решений, выдать заключение о соответствии, тогда лаборатория идет в документы и определяет, на основании какого документа будет происходить этот выбор, то есть где написано правило принятия решений. Если для обычной испытательной лаборатории просят только «дай мне результат измерений, испытаний и неопределенность», лаборатория говорит, что я даю измеренное значение и неопределенность. Правило принятия решений и дальше поведение заказчика с этим результатом – дело самого заказчика. Когда мы видим, что у нас в законе, в стандарте установлено правило принятия решений, мы следуем этому стандарту. Например, как в методиках поверки у нас говорят, если мы попали в границы, значит годен. Хочу еще подчеркнуть такую вещь. Выбор границ, относительно которых принимается решение годен или не годен, назначение технологических приемочных границ, технологического запаса зависит от самой лаборатории, либо от того документа, на основании которого она действует при принятии решений. Здесь мы можем сказать следующее. Когда у нас обеспечиваются соотношения между, например, для поверки, опять же, между нашими средствами поверки и поверяемым средством измерений, как что-то к одному, n к одному, тогда мы используем нулевые приемочные границы. То есть нулевой технологический запас и поле допуска технологическое, оно совпадает с полем допуска на данное средство измерений. Мы можем оценить выбор вот этих наших приемочных границ, он связан с вероятностью возникновения ошибки первого-второго рода. Теперь, собственно, лаборатории. Смотрите, стандарт 17025 от нас требует, чтобы мы управлялись с этими правилами принятия решений и с заключениями о соответствии. Определитесь с вашей областью деятельности и смотрите, ситуация такая. Если вы испытательная лаборатория, в ваших методиках, по которым вы работаете, не установлено правило принятия решений. В них, скорее всего, установлено только способ получения результата измерений, испытаний и неопределенность.
Кстати, слава богу, если она там еще и установлена. Ну, правила принятия решений, скажем, правила оценки данного результата, полученного результата испытаний с какими-то нормативными границами не установлено. Вы не являетесь органом по оценке соответствия, вы не являетесь, например, органом по сертификации. Здесь обратите внимание на назначение, выдачу заключения о соответствии. Пропишите в своих документах системы качества, что заключение о соответствии вы не даете заказчику. И если мы поверочная лаборатория, то заключение о соответствии мы заказчику даем. То же самое с калибровочной лабораторией. Но калибровочная лаборатория вольна в выборе представления своих результатов измерений. И вот калибровочная лаборатория может как давать заключение о соответствии, то есть говорить годен или не годен, так и не давать это заключение о соответствии. Некоторые калибровочные лаборатории зарубежные иногда даже делают так. Они говорят, что мы за определенную плату вам дадим первое сертификат калибровки, второе мы вам дадим сертификат о калибровке с заключениями о соответствии, третье, еще за дополнительную плату мы дадим вам сертификат о калибровке, в котором заключения о соответствии основаны на защитных полосах. Это бывает до 4-5 видов различных сертификатов о калибровке. Опять же, когда вы покупаете оборудование себе в лабораторию и собираетесь использовать его для целей прослеживаемости, например, вы покупаете эталон с сертификатом о калибровке зарубежным, обратите, пожалуйста, внимание, что неопределенность в данном сертификате, она должна быть. Потому что когда у вас в сертификате есть неопределенность, ее значение в дальнейшем вы можете использовать вы должны, обязаны использовать для расчета своей неопределенности. То есть, если лаборатория купила очень хороший, новый, навороченный, красивый, замечательный, дорогущий прибор с сертификатом о калибровке, в котором нет неопределенности, от этого прибора не произойдет передача единицы величины, не произойдет та самая метрологическая прослеживаемость, за которую с нас спрашивают. На это обращайте, пожалуйста, внимание. Я надеюсь, что я вас не запутала. Это самое главное. Я ссылочки на эти документы вам дам. Эти документы находятся в свободном доступе. Где-то на русском, где-то на английском. Пожалуйста, читайте. Если у вас возникают вопросы по этим документам, пожалуйста, пишите мне, я в меру своих возможностей постараюсь на них отвечать. Ну что, желаю вам удачи в нашей нелегкой деятельности. И поздравляю вас с наступлением все-таки весны, мая. Скоро отпуска. Скоро вы забудете все-таки о этих неопределенностях, хотя бы на небольшое время. Рада вас видеть. До свидания.